Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня погода просто летняя. И начало недели, ну как начало, вторник. Я приехала в Мезетли Беледиеси. Хочу оплатить налоги на недвижимость. Я поделюсь обязательно с вами, сколько я оплатила денег. В общем, вам, думаю, будет интересно. Дороже у вас оплата этих налогов или дешевле? В общем, кому будет интересно, усаживайтесь поудобнее и наливайте чай. Я думаю, программа сегодня будет большая. После Беледие я хочу еще проехать по городу, зайти в некоторые места, зайти еще на рынок. В общем, будем гулять, почему бы и нет. На улице почти лето. Все, друзья, начали съемку. Я стою недалеко у Мезетли Беледиеси. Сейчас зайду сюда на первом этаже, оплачу налоги. Ну что, годовой налог у меня составил 1966 лир и 80 курушей. Налог я оплатила, теперь поедем по городу. Хочу зайти в магазин, посмотреть. У них еще скидки идут на старые коллекции или уже новые завезли. Везде надписи «Индирим». Посмотрим, что здесь. По 200 лир почти. Ну, джинсы какие-то. Сейчас посмотрю, что это. Да, по 200 лир, но это такие, знаете, модели уже как бы не совсем в моде. Зауженная модель, классическая. Ну, удобная, посадка хорошая. Если кому подойдет размер, в принципе, носить. Сама джинса очень классная. Очень хорошо. И целый ряд вот это все по 200 лир. Здесь также индирим. Да, уже такие тепленькие кофточки были 550-300 лир. Сейчас немножко посмотрим, что еще есть помимо джинс. Такие брючки спортивные. Ну, такие довольно широкие. Сколько они стоят? 800 лир. Ну, тут скидка небольшая. Я смотрю, такие меховушечки. Сколько они? 800 лир сейчас. Ну, 50% скидка. Цвет сиреневый, такой рыженький. Ну, тут такие же свитерочки, кофточки. Сколько они сейчас? 300 лир. Такой трикотажик футболочный. Чуть-чуть поплотнее. Футболочки в ассортименте. Цвет разный. Это без рисунка, однотонные. Сколько они стоят? Ну, 300 лир, без копеек там. Были 332 лиры, но скидка небольшая. Да, все они в одну цену. Теплые свитшоты по скидочке. Ну, 100 лир почти скидка, не очень большая. Цвет есть разный, однотонные, эти с капюшоном все. Есть такие с глубоким вырезом, тоже теплые такие, 600 лир. Ну, в принципе, 65 лир всего скидка, немного. Ну, не знаю, как бы выбрать нечего. Хоть и скидка есть какая-то, ну, в общем, не очень мне понравилось. Пойдем дальше в другой магазин зайдем. Хочу еще в Гратис зайти, посмотреть, что там, на что скидки есть, может что-то интересное. Так, посмотрим, что здесь. Вот скидочки есть, видите, почти половину, да, на шампунь классный. Потом на кондиционеры, видите, цена хорошая. Также скидочки. Здесь комплекс полностью. Ну, цена пополам. Супер, конечно. Кому нужно, ребята, заходите. Здесь много чего есть. И скидки практически половина на все. Краска для волос. В ассортименте. Здесь, видите, скидочки хорошие. Ну, есть побольше, есть поменьше скидка. Вот такие. А так, красок много для волос. Вот такие. Палет в половину. Очень много красок. Я смотрю, скидочки практически на дезодоранты, на все марки. Такие цены. Выбор большой, конечно. Здесь даже больше 100%. Ну, то есть 50% скидка на Рексону.
Здесь полочка для мужчин. Также, видите, на все скидочки есть. Туалетная вода, пенки, все. На все скидки идут. Невея по скидочке. Поднялась на второй этаж. Смотрю, видите, также скидки на все. Цены хорошие сейчас. Но за 5 минут это все не посмотришь. Нужно подольше оставаться. Как-нибудь приду, посмотрю спокойненько. Конкретно в этом магазине, что есть. Видите, вот по полцены. Скидки шикарные. Просто тени все. Магазин такой не очень большой, но в принципе все есть. Вот такие, смотрите, 1000, сколько она, 1250 была, сейчас цена вообще 400 лир. Хорошая. Много, конечно, всего есть. Разные кисточки по скидочкам. Ну, практически на все есть, видите, классные цены. Спонжики. Все. Очень много. Цены хорошие. Вот так на полочках. Здесь крема идут. На крема скидочки. Видите? Где 50%, где больше, где меньше в ассортименте. Такие арома, масла. Всего, конечно, очень много в магазине. Но я сегодня планировала поехать по городу, заехать на рыночек еще. Ну, по пути зашла в эти магазины. Я потом приду, посмотрю все внимательно, что мне нужно. Потом подберу для себя. Забежала в Халктан, купила орехи грецкие. Сколько они сейчас? 449, ну 450 лир килограмм стоит. Потом взяла клюквы, очень вкусная клюква. Она по 300 лир немного взяла. Еще взяла чего? Изюм. Изюм по 200 лир. И взяла немного лукума. Вот такой с орешками. Он по 140 лир. В магазине не дают снимать. Иногда дают, иногда нет. Поэтому вышла, делюсь с вами, что по какой цене здесь сухофрукты. Хочу еще зайти в Айкики, посмотреть, есть ли уже весенняя коллекция. Что-нибудь такое легенькое, интересное. На входе манекены, брючки такие, джинсики. Что здесь предлагают? Рубашечки, легенькая такая. Сколько она? 800 лир. Вы знаете, такая нормальная, приятная рубашка. А брючки такие прямые, сколько они? 600 лир. Были 1000. Сейчас скидка. Ой, какой размер большой. Очень огромный какой-то. Ладно, сейчас посмотрим, что есть. Смотрю, жилетки, но толстые, вот зимние. Мне нужна жилеточка такая тоненькая совсем, знаете, чтобы просто от ветра защищала. А так теплую-то не надо, конечно. Что тут еще есть? Костюмы спортивные. 1500 лир. Футболки однотонные. В общем, пока. Вот тут еще какие-то джинсики. По 1000 лир. Прямая модель. Высокая посадка. Цвет хороший. Такая джинса. Сейчас попробуем. Вы знаете, мягенькая такая, приятная на ощупь. Такие. Интересно, воротник как сделан. Видите? Такой, как апаш. Волной идет. Такой джемперок. Это, скорее всего, и брючки такие есть. Как спортивный костюмчик. Внизу, видите, завязочка. Такой баклажан цвет. Камера не передает. Качество, конечно, хорошее такое. Ну, конечно, добавка есть синтетическая, но модель интересная.
Здесь юбочки, джемпера, такие платьица, трикотаж, 800 лир. Такая вязка, видите, как кофточки теплые, без рукавов, длинные. Я не знаю, поясочек есть. Да, ну на такие платья фигура должна быть идеальная, чтобы оно красиво смотрелось. Рубашки такие типа фланельки, 800 лир. Классическая модель, ничего лишнего, один карман. А это с юбочку еще сзади повесили. Это комплект, что ли? Сейчас посмотрю на другие модели. Да, это комплект. Юбка или шорты? Юбка. Угу. Это комплект. Джинсы разные модели. Темные, светлые. Подойду сюда поближе, посмотрю. Такая вот прямая модель. Чуть светлее, чем видели. 700 лир она стоит сейчас. Она немножко, видите, как-то так чуть-чуть заужена внизу. Вот такая серенькая, 900 лир. Ну, в принципе, в ассортименте разные модели. Да, вот она широкая, а сам низ прям узенький, где манжет вот это. Стоит сколько? 900 лир. Не знаю, хожу по рядам и все такое мрачное. На весну, ну, могли бы что-то яркое такое выпустить. Все очень темное. Не знаю, мне такое не нравится совсем. Очень темное. Ну, на теплые вещи скидки сейчас. Кофточки такие. Ну, это уже не актуально. А так, посмотрите. Все темное. Это что, бордовый такой костюм? Или по отдельности? Отдельно. 900 лир кофточка стоит. И брючки рядышком. 700 лир. Вот такая прямая модель. Цвет такой темно-вишневый. На камеру просто другой цвет получается. Толстовки с рисунками. Модели тоже теплые. Все идет по скидочкам. Дальше глянем, что там. Куртки. Ну все, это теплый синтепон распродажи. Конечно, не актуально. На этой стороне рубашки. Такие с завязкой. Все набросано. 900 лир. Ну вот это прошлый год модели. Они цвет разный был. Вот и синенькие рядышком. 800 лир. Вот такая модель под джинсы. Рубашка ничего. Ну тоже с добавочкой, конечно. Не чистый хлопок. Но какая есть. Сколько она стоит? 800 лир. Да, такие костюмные брюки. Очень плотные. Жакеты. Коричневый темный цвет. Ну, очень плотные. Сейчас туда-сюда будет жара. Здесь же, знаете, как и у нас практически вот в Питере. Холодно-холодно, потом в один день резко теплеет. И очень жарко. Так, жилетки. Ну, также, видите, плотный такой синтепон. Она потоньше, но все равно это жарко в ней будет ездить. Мне нужно, чтобы вот, когда я на велосипеде езжу, защита была. А так цена, в принципе, нормальная. 1100 лир стоит моделечка. Но жарковато будет. Ну, что хочу сказать. В основном все распродажи вот теплые. Все зимнее. Пальто, куртки какие-то. Все очень теплое. Поэтому дальше, я думаю, нет смысла смотреть. 700 лир. Такая мягкая куртка. Ну, тоже какой-то размер 38. Ну, для подростков. Такая, для молодежи. А так пока ничего интересного нету. Все набросано. Вот видите, все мрачное, темное. Просто не хочется даже дальше и смотреть. Будем ждать новой коллекции. Ребят, я приехала на рынок в Соле, который происходит по вторникам. Сейчас сравним цены с нашим, который в Тедже. Увидим разницу, насколько дороже, а может одинаково. В общем, идем смотреть. В Соле есть два рынка. Один по вторникам, другой по пятницам. Который по вторникам, он от трассы Д400 вниз идет, который по пятницам вверх от Соли центра. Ну, здесь хозяйственная часть, идти не будем. Дальше одежда. Пройдем, посмотрим, почем продукты. Видите, все, одежды много.
Подойдем поближе, посмотрим, что почем продают. Ну, вот видите, брюки какие-то, да, по 100 лир, тепленькие. На все теплые распродажи. Ну и вот, что здесь. Первый лоток, вижу 30 лир. Цветная капуста, это качан. Качан такой по весу где-то, ну, килограмма полтора, наверное, кило 300. Такой, не маленький. Дальше что тут у нас? Помидорки по 70 лир. Пахнут ароматно. Огурчики 130, ну так же, как и у нас цена 120-130. И на веточке, смотрю, по 60 лир. Классные такие помидорки, смотрите. Сейчас понюхаю. Пахнут как хорошо. В общем, я сейчас пройду, сделаю обзор, потом куплю, что мне нужно. В общем, так, ладно, идем дальше. Что здесь? Апельсины 20 лир, яблочки по 50, даже есть по 20. Ну, по 20 такие на компот или там обрезать нужно будет для выпечки. Очень много сыров, сыры в ассортименте. Нужно все спрашивать. Вот. Витрина большая, видите, в таких кадушках, плетеные. Очень много. Халва вкуснейшая такая с фисташками. Очень вкусная. Делают пасту томатную, есть помидоры, есть перец. Ну, конечно, оливки. Как всегда в ассортименте. Продают много яиц, домашние яйца. Ага, еще орехи, я смотрю, почем они? 200 лир. Кстати, здесь орехи дешевле, чем в Халктане даже. Смотрите, какие орешки. Я только что купила очищенные. А здесь 200 лир. Кстати, очень удобно, недорого. Витрины ломятся от сухофруктов. Очень много всего. Чурчхела, финики. Сейчас идет Рамадан, то есть Рамазан, извините. Финики в огромном количестве. Орехи. Крупы. Здесь уже чищенные орехи, изюм. Очень много всего. Сейчас праздник Рамазан. Я всех поздравляю с этим праздником. И на рынке видите, сколько сухофруктов. Финики всегда дарят, угощают финиками соседи, друзья. В общем, очень много таких фруктов и сухофруктов. Рынок очень огромный. Здесь несколько рядов. Ну, пройдем, посмотрим, что здесь. Также капуста по 30 лир, я смотрю, цена. По 60 лир брокколи. Качан огромный, просто огромный. Я не знаю, килограмма 2 с лишним. Очень много. Апельсины, картошка, все есть. Ну, не буду идти сюда. Давайте пройду чуть дальше, потому что повторяется. Вот видите, как кричат. Перец острый 120 лир. Лук-порей 30 лир. Что еще? Репка такая, видите, она бывает белая, бывает красная или редька. Я их путаю всегда. По 20 лир. Киви у нас по 100 лир. Такие хорошие киви. Груши 50, но зеленые. Не знаю, какой это сорт. Они очень твердые, зеленые. Очень много, конечно, всего. Еще хурма есть, королек, видите, но такая темненькая. Она стоит 60 лир. Яблоки есть и по 40 лир. Бананы маленькие, очень вкусные, турецкие бананы. Они стоят 50 лир, 60. Ну, у каждого по-разному. Так, если захотите борщ, свекла, смотрите, 80 лир. Не дешевая, очень дорого. Морковка 25. Ну, а зелень 10 лир, 15 лир. Как бы разная цена. И ряды большие идут. Вот несколько этих рядов. Очень много всего. Помидорки по 60, перец по 120. И такой перец турецкий по 120. Вкусный. Есть по 100 лир. Здесь бананы по 70 лир. Клубничка 60 лир. Она не крупная, конечно, но понюхаю. Пахнет хорошо, такая ароматная. И шелковица. Лоток 50 лир. Вот такая шелковица.
Лоточек стоит 50 лир. Ну, здесь, наверное, грамм 350-400, не больше. Продают вот это, я не знаю, имбирь, наверное, или что-то такой свежий, непонятный. И репу, смотрите, какая черная. Редька. Первый раз вижу редьку, честно говоря. Клубничка еще здесь есть. Здесь клубничка подороже, 120 лир. Она более крупная такая. Бананы 60, хурма еще не отошла, продают 40 лир. Такая тверденькая, кстати. По 50 лир. Киви. Есть грибы, вешенки и шампиньоны. 170 лир. Грибочки шикарные, шампиньоны и вешенки пахнут очень хорошо. Там что-то громыхают. Так, томаты черри. Такие небольшие, 70 лир кило. Кабачки, кстати, молоденькие. Смотрите, какие. Есть побольше, а есть совсем маленькие. 50 лир. Очень много, конечно, помидор на веточках. Ароматные по 60 лир. Ну, рынок большой. Цены, конечно, здесь подешевле, чем у нас. Морковка, вот я смотрю, даже по 20 лир есть. Свекла, ну, не знаю сколько. Вот такие. А это красная такая вот морковка. С нее делают напиток шалган. Продается. Ну, такой соленый. Ой, бог ты мой, смотрите, свекла. Это кормовая свекла. Я не знаю, для чего они берут. Ну, в общем, продается. И потом ботва со свеклы. Вот такая листья. Есть салат в ассортименте. Шпинат. Очень много всего. Баклажаны сейчас, смотрите, 150 лир. Цена дорогая. Уже сезон, наверное, закончился, поэтому цена такая. А тут есть перец болгарский. Смотрите, цена вообще 40 лир. Очень хорошая. Хочу показать вам, какая капуста. Вилок, я не знаю, неподъемный. Килограмма на 4, наверное. Очень большой. Вот моя рука, и вот смотрите, какой он огромный. Стоит тана эта штука 40 лир. Есть по 30 лир поменьше, и цветная капуста 40 лир. Поменьше качанчик и побольше 50 лир. Ну, качаны это просто, я не знаю, нечто. Смотрите, какие они огромные. Это просто не обнять, его не довести. Я смотрю, здесь авокадо. Они разные. Есть маленькие, есть побольше. 150 лир в килограмм. Есть пупырчиками, есть такие гладкие. Вот видите, побольше. 150. Посмотрим, сколько картошка стоит. 20 лир. Пататес bir кило, Ерме? Тамам. Картошка 20 лир. Более такая помельче и похуже по 12,5. Так, подойдем еще. Здесь по 100 лир. Такие, смотрите, какие авокадо. Есть, конечно, подороже. Я не знаю, какой-то другой, наверное, сорт. Но, видите, более такие крупные, более спелые, наверное. Цена разная на все. И чеснок 180 лир. И маленький пучок 50 лир всего стоит. Сейчас покажу. Вот, смотрите. Вот такой пучочек 50 лир. Есть по 100 лир. В общем, цены разные в ассортименте. И развесной 180 лир килограмм. В общем, такие цены, друзья. Ну, конечно, что-то есть одинаковое по цене, а что-то есть немножко дешевле. Но дороже, чем в Тедже, я не нашла ничего. У нас, по-моему, самый дорогой рынок. Ребят, в общем, я скупилась. Теперь надо вот это все вот сюда закинуть. Что я взяла? Кабачки молоденькие. Так, груши взяла. Такие. Помыть надо, конечно, все. Вкусненькие. Сейчас яблоки 1,5 килограмма. И красные взяла, и такие вот гольден. Тоже вкусные. Главное сейчас все загрузить. Не знаю, места не очень много. Так, салат купила вот такой айсберг. Буду чихкофте делать. Я вам говорила, что я очень люблю теперь чихкофте. Обязательно зеленый лук. Сейчас буду загружать
Так, перцы взяла больше килограмма, болгарские, хорошие, мясистые. И еще взяла помидорки на веточках. Сейчас открою немножко пакетик. Вот такие ароматные, понюхайте. Классные помидоры. Ну что, загрузила, видите, полную корзинку с верхом полностью. Тут водичка у меня, насос всегда беру на всякий случай. Мало ли колесо проколю где. В общем так. Все, закидала в корзину. В общем, получилось у меня по сумме 315 лир я потратила. Нормально, недорого. Целая корзина, хватит всего. Капуста, кстати, вот цветная вообще. И 30, и 40 лир. Совсем дешево. Можно брать, даже в заморозку кинул в холодильник и все. И потом готов в любое время, хоть летом, хоть зимой. Так что так. По дороге еще хочу заскочить в Carrefour, посмотреть, есть ли рыба. Ну, в общем, не знаю, буду брать сегодня. Если есть, не знаю, может завтра приеду. Возьму, хотела еще рыбки засолить, потому что осталось пару кусочков, нужно свеженько еще посолить. В общем, такие дела. Ладно, отцеплю сейчас велосипед и поедем дальше. Так, велосипед я оставила на улице. Зайду в Carrefour. Посмотрю, рыба есть или нет. Сейчас быстренько проскочу. Посмотрим красную рыбку. На засолку есть или нет, по какой цене. Рыба. Так, в общем, рыба. Смотрим, что здесь. Чупра 350. Потом еще какая-то, не знаю, леврек. Вот она есть. Ага. Турксамон. Ага, турксамон. Цена хорошая, 240. Ну, не знаю, что-то на вид мне она не особо нравится. Не знаю, как-то мне этот самон не внушает доверия. Посмотрите, темная какая-то рыба. Не хочу рисковать. Лучше завтра приеду, когда привезут новую. Наверное, все-таки лучше завтра приеду, потому что, ну, когда остатки уже ее перебрали, и я посмотрела жабры, они совсем темные. Не хочется брать, когда, знаете, вот кости отваливаются от мяса. Это нельзя такую рыбу солить, я не люблю. Я люблю, чтобы тверденькая была, тогда и рыбка будет вкусная, и храниться будет хорошо. В общем, приеду завтра. Такая поездка у нас сегодня, друзья. Пишите в комментариях, понравилось вам сегодня или нет. В общем, мы побывали в нескольких местах, оплатили налоги, закупились на рынке, и я сейчас поеду домой. Все, друзья, на сегодня всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Мы еще много чего будем снимать. И, друзья, как всегда, прошу, заходите на мой второй кулинарный канал. Называется «Он вкусно с Верой». Будет ссылочка внизу описания. В общем, заходите, я думаю, вам понравится. Все, друзья, всем пока-пока. Я еду в Тедже. Все.